Иван-чай по китайской технологии чая. В этом ролике я раскрою секрет китайских чайных мастеров и покажу, как мы ферментируем иван-чай по классической чайной технологии. Прямо в лесу, для того, чтобы там же его и пить. Как же приготовить иван-чай правильно? Его надо сушить, его надо скручивать. И что такое ферментация? Можно ли приготовить его на ходу, так сказать, на коленке? Можно сказать, для выживания в лесу. И с вами Дмитроль. Мы прожили в Китае 4 года. Буквально полгода прожили на чайной плантации, и на пуэрной фабрике, и в чайной деревне. И имели возможность наблюдать работу чайных мастеров, производство чая китайскими мастерами с близкого расстояния. А Олька, она к тому же еще и краснодипломированный пищевой технолог. Собственно, благодаря ее пониманию и глубоким знаниям мы и имеем возможность вам так вот легко все взять и пересказать. Это чудо, таинство, волшебство. Сразу хочу заметить, что иван-чай мы не продаем, я не продаю, и это не мой бизнес, собственно, это и не реклама. Мы этот чай делали и пили на протяжении 2 месяцев в нашем предыдущем приключении. Об этом есть кино у нас на канале «100-дневное приключение на русских островах» под названием «Арктический кочевник», где и был снят весь этот материал, который мы сегодня показываем. Есть такая крылатая фраза: «Сколько водки не бери, все равно дважды бежать придется». Так вот, с чаем вышло прям точно так же. Есть, конечно, подозрение, что медведь его выкрал, пока мы клювом щелкали и смотрели бесконечный полярный закат. Что ж теперь, вот так психануть и уехать? Приняли решение придумать что-нибудь, выкрутиться, искать подмену. С чайными кустами на севере не густо, найти не вышло, но к нашей удаче в Карелии в большом количестве произрастает иван-чай. Что ж дальше? Вот тут вступает в дело китайское знание, китайское понимание чайной технологии. За время, проведенное в китайской чайной деревне в провинции Юньнань, технология это производство чая стало прозрачным. Насколько может стать прозрачным хоть что-нибудь в Китае? Эту китайскую технологию мы и применили к иван-чаю. Она поразительно мало общего имеет с технологией производства топорского чая в России в XVIII веке. Ведь у нас не было задачи воспроизвести ни внешний вид, ни вкус, чтобы это было похоже на китайский чай. Соответственно, все операции тоже отличаются. Была задача взять лучшее из исходного продукта, из кипрея узколистного. Итак, приступим к производству иван-чая по китайской чайной технологии. Этап 1. Первый. Сбор. Листья кипрея мы собираем весной, что в нашем случае по-местному, по-карельски, вышло в начале июля. Когда листочки молодые, совсем молоденькие, бутонизация еще не началась. Все соки идут вверх к цветку, и это самое сильное время у листа. В сбор идут верхние листья, которые расположены сразу под завязывающимися бутонами. То есть это верхняя вторая четверть растения. В таком случае и листья получаются самые подходящие, и растение в таком случае не страдает, остается расти, цвести и размножаться. Этап 2. Подвяливание. Собранные листья мы раскладываем на сквозняке в тени, чтобы они потеряли упругость и хрупкость, ломкость излишнюю, чтобы клеточная стенка стала не такой хрупкой. Этап 3. Вкручивание. Мотать, тарахтеть. Неправильно ты, дядя Федор, мотаешь, тарахтишь.
Надо правильно мотать. Теперь мы эти листья, слегка обвисшие, обмякшие, берем небольшими пучочками по 3-5 штук и скатываем в шарик. Клеточная стенка листа, при этом она умеренно и равномерно нарушается. И некоторое количество клеточного сока выходит на поверхность. Ферментируем иван-чай. Задача сломать клеточную стенку и выпустить сок. Чтобы бактериям было что поесть. Да, собственно, это и есть процесс ферментации, когда бактерии жрут клеточный сок иван-чая. И выделяют свои собственные продукты, которые мы потом будем есть. Вот. И пить. И, собственно, мы его сейчас, сок этот, выпустим. И бактерии, которые живут на листиках, примутся за дело. И в течение 5-6 часов в теплом месте, я думаю, они хорошенько набродят. Все съедят, оближут. Мы его накроем мокрой тряпкой, полотенцем, не тряпкой, извините. Утрамбуем. Это, собственно, абсолютно похоже на то, что мы видели в Китае и участвовали в производстве пуэра. Так происходит. Это и есть ферментация. Когда микроорганизмы размножаются, едят и выделяют. В результате этого часть клеточного сока меняет свой химический состав. И в итоге вкус такого чайного настоя уже будет отличаться от настоя просто высушенных листьев. Микроорганизмы перерабатывают клеточный сок в новые вещества. Ну как корова или коза перерабатывает траву в молоко. Молоко многим из нас гораздо больше нравится, чем просто луговая трава. И так же, как и в случае с домашним молоком, вкус настоя ферментированного листа будет разниться в зависимости от микрофлоры на его поверхности. Ну там корова это была или коза. В фабричных условиях этот процесс обычно контролируют. А в диких условиях, как в наших, вкус каждый раз будет уникальным, зависит от микрофлоры конкретного места. Разница будет. Она будет не радикальная, но будет. Так же, как и у домашнего вина будет отличаться. Чтобы микроорганизмам было хорошо и удобно выполнять свое жизненное предназначение, скрученные листья потом спрессовываются в один комок. Или лепешку. Так кислород будет меньше вмешиваться в процесс, меньше окисления, больше ферментации. Этап 4. Я его назвал лепешуем. Спрессовываем в лепешку или в комок. По-английски все гораздо красивее звучит, поторжественнее. Вот послушайте. Кейк. Пирог. Далее накрываем смоченной плотной тканью. Тут отлично подойдет льняное полотенце, которое работает своеобразным гидрозатвором. И оставляем в тепле на выбранное время. Собственно, процесс ферментации начался. На этом этапе можно экспериментировать со вкусом, можно играться с температурой и со временем. Короткая ферментация на 2-3 часа даст более легкий вкус и легкий аромат чая. Меньшая часть клеточного сока переработается микроорганизмами, и в итоге букет пойдет большая доля неизмененного микроорганизмами, хоть уже и окисленного клеточного сока. Чем дольше время ферментации, дольше процесс ферментации, тем насыщеннее будут вкус и аромат, пока микроорганизмы совсем не съедят весь вытекший сок. Она будет продолжаться, если ее не остановить. Так как температура на улице ночью опускается ниже нуля, мы провели с ним, ночь в теплом спальнике. В теплом спальном пуховом мешке. Итого, активная ферментация в нашем случае
проходило 10-12 часов. Этап 7. Тушка. Быстро и резко остановить ферментацию может прогревание. Можно сказать, легкое обжаривание. В нашем случае в воке с дальнейшей досушкой на воздухе. Микроорганизмы погибнут, они оставят после себя только вкусные продукты своей жизнедеятельности. И, что нам очень нравится, кучу витамина В в том числе. Можно ферментированный материал разложить тонким слоем на сквозняке и дать процессу медленно затухнуть. Самые стойкие и жизнелюбивые из колонии, они все еще будут, хоть и очень медленно, продолжать постферментацию. Несмотря на недостаток влаги, возмутительный избыток кислорода и, возможно, даже пола. Можно экспериментировать со вкусом и условиями ферментации. Находите свой любимый рецепт производства иван-чая по китайской чайной технологии. А еще иван-чай можно есть. Об этом есть отдельный ролик у нас на канале. Проверено нами лично в ходе того же 100-дневного беломорского приключения. Можете посмотреть видео «Иван-чай равно еда в походе». Если вам понравилось, рассмотрите вариант, оставить комментарий, оставить лайк, подписаться. Хорошего дня!